Всем привет, с вами Виктория Аню. Под моим видео, там где мы с вами смотрели, как работают 3 штампика от разных торговых марок, у двух девочек завязалась дискуссия. Читая их комментарии, я понимала то, что каждая из девочек по-своему права. Мало того, исходя из того, что они написали, понятно, что у каждой из них богатый опыт в стемпинге. Поэтому вот я решила записать такое видео. Тут вот у меня пластина для стемпинга, она очень древняя, заказывала я ее на Алиэкспресс, и пришла она ко мне изначально деформированной. Ну, то есть вот вы видите, что пластина помятая, тут залом есть, тут вот прям по центру рисунка есть залом, вот тут вот тоже прям такой вот большая такая деформация. Тем не менее, на этой пластине мне очень нравятся рисунки. И, как вы видите, я ее не выкинула, да, и то есть я ее использую. По поводу того, мало того, что она вот такая вот покореженная вся, тут еще хочу обратить ваше внимание на гравировку. Вот я вожу пальчиком, да, ноготком, и тут абсолютно не чувствуется эта гравировка. Ну как, она, конечно, может, ну там, я прям не скажу, что это прям вот гладкий пласт металла, да, нет, конечно, гравировка она есть, ее видно, да, собственно, рисунки же мы видим, но сама гравировка не глубокая. Вот для сравнения, вот, пожалуйста, пластина, и вот тут вот прям вот чувствуется, да, вот эта вот гравировка на ощупь. Ну это просто как такое не почувствовать, да? А тут это вот как будто металл и, ну не знаю, вот, вот. Сложно описать вот эти вот тактильные ощущения, но, в общем, на ощупь тут очень сложно почувствовать эту самую гравировку. Просто одна из девочек как раз-таки в комментарии написала, что обзор был бы более ну как полным, если бы я протестировала эти 3 штампа на пластине с плохой гравировкой. Как-то в каких-то, ну в какой-то там в своей прямой трансляции я говорила, что у меня нет плохих пластин, нет плохих штампов, нет плохих лаков для стемпинга. Ну вот для кого-то, возможно, сейчас вот кто-то скажет, что вот это просто плохая пластина. Ну вот давайте начнем. Фокус я покажу немножко дальше. Так, вот по очереди будем делать, да, вот это штампик No Name, это Имень и это Лесли. Тут вот еще стоит отметить, что вот, например, вот пластина, да, это Z-Joy 32, и вот у меня есть, ну, от этого же продавца пластина Z-Joy 06. Да, и, ну, вот она пришла ко мне более-менее ровненькая, да, тут есть какие-то заломы, но более-менее ровненькая. И вот тут вот уже, знаете, ну так, более-менее чувствуется, ой, вот более-менее чувствуется гравировка, да, вот. Вот, ну, здесь, ну, вот я не знаю, ее практически, можно сказать, нет. Ну что ж, давайте приступим. Возьму вот этот вот рисунок. Тут и тонкие линии, и полые элементы есть. Сначала буду отпечатывать штампиком, который No Name. Вот, пожалуйста, результат. Очищаю. Следующий штампик это от Имень. Вот, пожалуйста, результат. Очищаю. И последний штампик от Лесли.
Вот, пожалуйста, результат. Да, то есть ни один из штампиков с задачей не справился. Но те, кто знают, как отпечатывается стемпинг, думаю, поймали меня на том, что на самом деле я его делала неправильно. Очистила рисунок. Очищаю штампики. Да, сейчас, возможно, кто-то скажет, что вот ни один из штампов не работает там, да, или вот пластина плохая, все штампы хорошие, а пластина плохая. Тот же самый лак, вот все то же самое, ничего, ну, то есть дальше продолжаю работать. Сейчас буду стараться работать, ну, то есть как бы без ошибок, да, то есть все то же самое, но уже ошибок не делаю. Ну, во всяком случае, стараюсь, да, не делать. Вот один рисунок. Я на самом деле могу сейчас тут и второй рисунок отпечатать, но вы же потом скажете, что, ну, как бы это не совсем честно. Поэтому буду все-таки после каждого отпечатка очищать пластину. Да, вот второй рисунок отпечатали. И третий. Вот. Так, уберу пластину. Так, это все уберу. Вот, пожалуйста, 3 штампа, один и тот же рисунок. То есть, если безошибочно это делать, то рисунки отпечатываются. Если совершать ошибки в стемпинге, то все отлично отпечатывается даже с такой пластиной, у которой плохая гравировка. Мораль всей басни такова. Единственное, что имеет срок годности, это лак для стемпинга. Если он у вас загустел, просто разбавьте его ацетоносодержащей жидкостью, ну, либо вот специальными разбавителями, да, которые предназначены для лаков именно для стемпинга. И тогда проблем не будет. Пластины, соответственно, у нас сроков годности не имеют. Ну, скребки, понятно, тоже со временем, конечно, они там могут испортиться, да, то есть край может стать неровным, но тем не менее тоже срока годности не имеет. Ну, а штампики, если ими пользоваться, ну, то есть как бы нормально пользоваться, то со временем они подтираются, но тем не менее все равно они рабочие. Вот что, собственно, и требовалось доказать. Если у вас что-то не получается в стемпинге, скорее всего, возможно, вернее, не то, что скорее всего, возможно, вы что-то делаете не так. И если вдруг вам кто-то говорит, да, там, вот, там, купите пластины для стемпинга, там, от какой-то фирмы, там, или лаки для стемпинга от какой-то фирмы, и у вас все будет работать, не факт. Знаете, вы купите там дорогой штампик, вы купите дорогие лаки для стемпинга, но это не говорит о том, что вот вы придете, начнете делать стемпинг, и у вас все получится. Поэтому в первую очередь самое главное – это правильная техника. Да? То есть если вы владеете техникой стемпинг правильно, то какая бы там ни была пластина, лак для стемпинга должен быть определенной консистенции. Скребок тоже абсолютно, ну, лично мне, ну, без разницы. Вы видите в своих видео, я работаю и таким скребком, и для полых элементов, и для тонких линий. Один и тот же скребок использую, и как бы все в порядке. Единственное, конечно, ну, то есть сейчас уже нет, знаете, ну, очень мало, во всяком случае, я так полагаю, пластин с плохой гравировкой. Раньше, да, вот мы действительно как-то там вот мучились и, ну, то есть вот девочки делились, да, там своим
мнением о пластинах, как она там отпечатывается, не отпечатывается. Сейчас, по-моему, на рынке все пластины хорошего качества, на мой взгляд. Единственное, вот только нужно, как говорится, правильно отпечатывать, да, этот самый стемпинг. Кстати, вот по поводу качества отпечатка, ну там, в принципе, я в видео говорила, что штампик от компании Leslie, он за счет своей липкости, он, ну, лучше поднимает, ну, вернее, как, не то, что лучше. Они все поднимают рисунки, но этот штампик, он краски забирает больше с гравировки, да, то есть, ну, как бы здесь это тоже, в принципе, все точно так же и видно. Просто, вот смотрите, если бы я вот это вот показала бы в том видео, ну, сказала бы, вот там даже с нерабочими пластинами, вот у которых очень тонкая гравировка, вот эти штампы работают, знаете, девочки бы побежали бы покупать эти штампики, неважно, там, бюджетные, средние, подороже, пришли бы домой, взяли бы свои пластины с тонкой гравировкой, начали бы отпечатывать, и у них вполне возможно, что ничего бы не получилось. Ну или вот как вот в самом начале видео, да, я отпечатывала, получилось бы вот точно так же. И они сказали, вот Виктория обманула, да. Поэтому я и не стала этого показывать в видео, потому что тут, ну вот, в тестировании штампиков, тут что, самый такой момент, это отпечатывают они стемпинг или не отпечатывают. В видео я показала, что да, они рабочие. Ни один из штампиков до сих пор я не бафила, ничего с ними не делала. То есть качество рисунка, есть разница в качестве рисунка отпечатанного, да, есть, и я об этом сказала. Я этими штампиками подняла полые рисунки, подняла линейные рисунки, то есть показала, что и с полыми элементами, и с тонкими линиями штампы работают. Ну вот как вы сейчас увидели, ну то есть как бы они работают и с пластинами, у которых практически нет гравировки, но они работают, ну, в моих руках, скажем так, да, то есть как бы не факт, что у вас они сработают, да, с вашими пластинами, у которых плохая, ну, практически вот нет гравировки. Поэтому делайте вывод сами, но я прошу вас, девочки, у каждого из нас своя правда. От того, что я вот скажу, что вот там, да, штампики работают со всеми пластинами, это будет моя личная правда. Почему? Потому что у меня они работают, даже с пластинами, у которых плохая гравировка. Но у вас будет своя правда, да, потому что, как я сказала, вы придете, попробуйте свои пластины. Возможно, у вас пластины там, ну вот как-то, ну я не знаю, вот куда еще хуже, но может же быть такое, что на вашей пластине еще хуже гравировка. Но у меня это действительно явный вот какой-то брак, и тут, ну не знаю, вот даже что сказать. Вот. Тут я решила отпечатать еще несколько рисунков с пластины, чтобы не сказали, что я отпечатала только один рисунок. Да, вот, пожалуйста, тонкие линии. Давайте вот этот вот рисунок возьмем. Вот. Надеюсь, вам там видно. Ну и давайте вот эту вот красивую розочку возьмем. Ну, люди разные бывают. Вот так же все, пожалуйста. Все отпечатано. Даже вот давайте. Ну, то есть вот видели, да? Тоже все отлично. Давайте вот тут вот на сгибе прям сейчас рисунок отпечатаю. Вот, пожалуйста.
Вот поэтому, ну, то есть без всяких танцев с бубнами, да, там, ну, то есть никаких танцев с бубнами. Просто главное понимать, как правильно отпечатывать стемпинг. Вот и все. Если я хотела бы вас попросить также, если вот, например, вы хотите, чтобы я подготовила видео именно вот какие ошибки могут быть в стемпингах, пожалуйста, напишите в комментариях слово «хочу». Если для вас интересно будет видео с различными техниками стемпинга, то напишите «техника». Если вы хотите и то, то напишите «хочу технику». Вот, тогда я буду понимать и буду готовить и то, и другое видео. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте. Ну, а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте плюсик, смайлик или сердечко в комментариях. Я буду вам очень признательна. Ну и, как всегда, по традиции, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!